Всем добрый день, с вами интернет-магазин Japan Moto. Сегодня представляю его я, зовут меня Аркадий. Сегодня поднимем тему насчет того, как правильно выбрать скутер, который вы хотите купить. Естественно, это будет больше касаться не тех мопедов, которые ездили у нас, потому как основным критерием это минимальный пробег, как правильно обращать внимание, на что правильно обращать внимание, на какие вещи, для того, чтобы определить его реальный пробег, то есть минимальный пробег. И это, естественно, будет касаться тех мопедов, которые только что прибыли с Японии, потому как те, которые ездили у нас, уже там разбираться будет уже трудно. Сегодня на примере скутера Honda TAC 30, вот этого чудесного мопеда, мы разберем, на что обращать внимание. Этот мопед прибыл из Японии на этой неделе. И сначала я вам покажу внешний вид, как он должен выглядеть с минимальным пробегом, который бы я рекомендовал для покупки. Вот сначала в общих чертах и потом на конкретные вещи обратим внимание. Я расскажу, на что конкретно надо обращать внимание, что отражает его реальный пробег, как его определить и как не ошибиться. Внешне мы видим сейчас то, что мопед без повреждений внешний, пластик здесь родной, не крашеный. Нету трещин, вмятин. Тем более отломанных частей. Теперь на что хочу обратить внимание. Первым и главным критерием, хотя не самым основным, является его сиденье. То есть в данной ситуации обращаю внимание на то, что дермантин у него родной, он не перешивался. Свидетельством этого служит надпись сзади на сиденье Honda. И вот этот значок, который помещается в Японии, помещается им мопеды при затамаживании, растамаживании, там, каких-то процедурах. Вот. Но мы видим, что сиденье родное. И на вчерашних фотографиях вот этой трещины не было. Она появилась сегодня, после того, как я на него сел. То есть это говорит о том, что на мопеде ездили крайне мало. Трудно сейчас сказать сколько, мы это определим сегодня вместе с вами. Но дермантин, как правило, или же те мопеды, которые приходят с Японии, обратите внимание, когда вы будете выбирать, или же на нем чехол, оно выглядит неаккуратно, сморщенное, одет прямо на сиденье, или же сиденье перешивается, вот, или же там в Японии, или же у нас, но в таком случае уже нет вот этих надписей Honda, вот, или же есть, но на чехлах, которые опять же одевается отдельно или пришивается, возможно, с надписями Honda, но сиденье в любом случае перешито. Как оно выглядит не перешитым родным, вот я показываю. Это строчечка, это литье, то есть это заводское сиденье, которое должно выглядеть вот именно так. В данной ситуации сиденье родное, и по пробегу, вот по спидометру, мы видим на нем сейчас вот 1547 километров. Вопрос, действительно ли это 1500 километров? Может, это будет 11500 или 21500? Сейчас мы вместе с вами разберемся. Значит, дальше вторым критерием я бы назвал все-таки, наверное, резину и тормоза. Но хочу обратить внимание, пока мы туда не дошли еще, на ручки. Ручки — это основной показатель. Когда мопед ездил крайне мало, ручки должны иметь вот такой вот вид. То есть они не гладкие, они не круглые, они имеют вот такое заводское рифление. Она прямая, она идет, вот видите, прямая полоска.
Потому как когда часто за ручку газа крутит, эта ручка деформируется, и вот это, как правило, полоска имеет уже такое неровное положение, и естественно стираются все вот эти рифленые грани. То есть ручки очень сильно, скажем так, отражают действительно пробег мопеда. Хотя, конечно, их можно поменять, но, как правило, не меняются на китайские ручки уже совсем другого рисунка. Это ручки японские, на них надо обращать внимание обязательно. Это второй критерий. Третий критерий — это резина и тормоза. Самым главным параметром это является износ резины и его рисунок. Вот я обращаю внимание на рисунок переднего колеса. Запомнили, как он выглядит? Теперь смотрим на рисунок заднего колеса и смотрим, как он выглядит. Резина одинаковая, следовательно, она не менялась. Потому как если меняется резина, как правило, я бы сказал, в 99% заднее колесо по рисунку отличается от переднего. Это крайне редко, я не могу отвечать за процентное содержание, но крайне редко можно подобрать резину. В Японии, как правило, ставится совсем другая резина. Одним словом, если заднее колесо не совпадает по рисунку с передним, следовательно, заднее колесо менялось, средний пробег по износу заднего колеса составляет порядка 10 тысяч километров. То есть, если заднее колесо другое, то это как минимум мопед прошел 10 тысяч, как минимум. Никто же не знает, сколько раз это заднее колесо менялось. Может меняться 2-3 раза, это уже будет 20-30 тысяч километров. Это будет далеко не первый круг. Соответственно, это все влияет на состояние двигателя, состояние мопеда в целом, подшипников, редуктора и так далее. Третьим показателем, вернее, первое сиденье, второй ручки, третья резина, четвертым показателем в данной ситуации я бы хотел обратить внимание на тормоза. Вот состояние подводки тормозных колодок переднего тормоза. Мы видим, это заводская регулировка, они не подводились практически. Если подводились, то незначительно, то по задним тормозам, можно сказать, то же самое. Вот задние тормоза, подводка колодок заднего тормоза. Состояние колодок идеальное, тормоза не подводились. Это в очередной раз свидетельствует пробег мопеда. То есть, если бы, допустим, какой-то из этих параметров не совпадал, да, можно заменить ручки. Да, к примеру, можно там поменять резину. Да, можно там сиденье заменить, перешить. Вот. Когда какой-то один из параметров, скажем так, не соответствует данным, то можно сомневаться в его реальном пробеге. Но тогда, когда совпадают все вот эти параметры, то есть состояние сидения, ручек, резины, переднее и заднее колесо одинаковое, тормоза не подводились, здесь, скажем так, большой процент вероятности того, что мопед имеет реальный пробег по спидометру 1500 километров. Еще могу предоставить в доказательство к этому мопеду будет приложена фотографии вариатора и ремня. Ремень здесь был изношен, родной японский ремень фирмы Бандо, был изношен на полмиллиметра. Ширина его должна составлять 15,5 мм. Реально по штангенциркулю замерено здесь было 15 мм. И ролики практически не имеют износа. Фотографии будут приложены. Специалисты поймут, увидят, которые знают, как должны быть ролики после пробега существенного, как они изнашиваются и так далее. То есть это не новые ролики. Новые ролики были бы вообще как бы идеальны. Круглые, здесь виден износ, но он несущественный.
он соответствует этому пробегу. В данной ситуации можно сказать, что с большим процентом вероятности можно сказать, что этот мопед прошел 1500 километров. С большим процентом вероятности. Хотя, скажем так, я не берусь утверждать точно. В крайнем случае, ну, по резине можно сказать или нельзя сказать, что она прошла 10 тысяч. Я бы не сказал, что она прошла 10 тысяч. Потому что после 10 тысяч, ну, я думаю, что был бы совсем другой износ. Но так или иначе, 10 тысяч это для мопеда тоже не пробег. При моторесурсе Honda 70-80 тысяч без ремонта, 10 тысяч это как бы только обкатка. Ну а 1500 это вообще практически новый мопед. Поэтому всегда рекомендую при покупке мопедов обращать внимание не на внешние факторы, какого он цвета и сколько на нем царапин внешне, хотя это тоже имеет значение. А главным и основным параметром это является износ тех частей и механизмов, которые подвержены трению, в любом случае подвержены износу. То же самое сиденье, та же самая резина, те же ручки. Вот на это надо обращать внимание. В комплексе, когда надо обратить на это все внимание в комплексе, на все параметры, вы сразу для себя примите решение, сделайте вывод о реальном состоянии пробега этого мопеда. Думаю, что осветил полностью все параметры. Задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.